Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова великий и могучий проект о русском языке с региональным акцентом. Вы уже много знаете о русских традициях, о том, как в России отмечают все народные праздники. Давайте теперь поговорим про вятские праздники. Они очень самобытные. Например, Вятская свистунья. Этот праздник еще называют свистопляской. Слова на экране напрямую связаны с этим праздником. Вятская свистунья, свистопляска, ярмарка, кулачные бои, свистульки, глиняные игрушки, Раздерихинский овраг. Предлагаю узнать, что же это за связь. Изначально праздник задумывался в память о воинах, которые погибли в ночной битве в Раздерихинском овраге. Битва произошла в 15 веке, но местные жители все еще помнят, как своя своих не познаша. И ветчане сразились с устюжанами, которые вообще-то пришли к ним на помощь. Битва получилась жестокой, и в память о погибших воинах выстроили часовню. Она как раз стоит на краю оврага, где, как считается, все и произошло. Спустя столетия это трагическое событие перестало восприниматься таким образом и превратилось в народное гуляние. Участники свистопляски устраивали ярмарку, проводили кулачные бои, а еще покупали свистульки и другие глиняные игрушки. Поэтому на ярмарке всегда было очень шумно, ведь свист игрушек выражал неудачу, промах. Традиции вятской свистуньи можно встретить и сегодня. Иногда подобные праздники проводятся на День города. Иногда свистопляска становится темой для театрализованного представления. Зато почти без изменений до нас дошли традиции массовых ярмарок. Например, Алексеевская ярмарка. В следующем году ярмарка отметит свой 375-летний юбилей. Алексеевская ярмарка была крупнейшей в Вятской губернии и одной из самых известных в стране. Расцвет ярмарки пришелся на середину XIX века. Есть данные, что на ярмарку в Котельнич ежедневно приезжало около 20 тысяч человек. Это при том, что в самом городе тогда проживало 1500–3,5 тысячи человек. А представьте, сколько людей, продавцов и покупателей проезжало через Котельнич за те 3 недели, что длилась ярмарка. Небольшой городок благодаря этому имел не только всероссийскую славу, но и возможность пополнять казну. Ведь на этой ярмарке можно было купить все, от местных продуктов, мехов и шкур до лошадей знаменитой вятской породы. В 2000-х годах традиционную ярмарку решили возродить. Конечно, теперь масштабы уже не те. В Котельниче собираются продавцы не со всей России, но практически со всех районов Кировской области, а также из других регионов. Идет ярмарка примерно 3 дня. Теперь это не только торговля, но и творческий фестиваль, а также выставка изделий народных умельцев. Есть на Вятке и новые фестивали, например, Вятский Лапоть. Этот праздник впервые состоялся в поселке Кельмесь в 2009 году. С тех пор там собираются мастера народных промыслов и ремесел. Интересная особенность: между гостями и местными жителями проводится турнир по футболу в лаптях. Фестиваль ежегодно собирает десятки мастеров и тысячи гостей. Почему же Вятский Лапоть? Это способ напомнить о традиционном промысле предков. В XIX веке здесь производили качественную обувь из лыка, известную по всей стране. Еще один праздник – Истебенский огурец. Впервые его отпраздновали в 1997 году. И место проведения и название праздника совсем не случайны. Удивительно, но сообразительные жители догадались прославить способ засолки огурцов, да и прочего своего урожая. Выращивают огурцы в открытом грунте, только плодородная земля, солнце и дождевая вода. Для засолки огурцы тщательно отбирают по форме и размеру, затем распределяют по бочкам. И вот тут происходит самое интересное. Бочки с огурцами хранят в реках с ключевой водой, имеющей постоянно низкую температуру. Говорят, что у каждой местной семьи есть свой собственный ключ для засолки огурцов. Он передается из поколения в поколение, как и тайные рецепты хрустящих соленых огурчиков. Вот такие праздники проводятся у нас на Вятке. Самое главное, что мы всегда рады гостям. Про жителей Кировской области говорят «хлебосольные». Это значит, что люди здесь радушные и гостеприимные. Думаю, что у вас на родине тоже есть местные праздники, где очень ждут гостей.
Расскажите о них. Это будет ваше домашнее задание. Можно написать небольшой рассказ или записать видео с историей о каком-либо из фестивалей. Публикуйте свои работы в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», High and Mighty. За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.